Женщина сидела на небольшом мостике, свесив ноги над маленькой речкой. Она была очень красивой, но глаза у женщины были грустными. Рядом с трассой находилась маленькая деревня. Дальнобойщики давно заметили женщину, которая постоянно кого-то ждала, смотря на проезжающие мимо машины. Многие мужчины хотели с ней познакомиться, но она отказывала каждому. Очередной искатель приключений недоумевал. «Чего сидишь тогда? Кого ждешь?» — спрашивал очередной искатель приключений. «Уж точно не тебя», — фыркнула женщина. Мужчина ворча уехал. Женщина собиралась идти домой, как услышала голос. «Хозяюшка, можно воды? Машину нужно охладить, закипела совсем». «Воды, конечно, можно. А молока у вас не найдется?» Не отставая от нее, спросил мужчина. Женщина обернулась на него. Все его лицо было в шрамах. Она быстро отвернулась и сказала: «У меня только козье, как к нему относитесь?» «Хорошо отношусь, с молодости хорошо. А зовут-то вас как?» «Екатерина». «Катюша, значит, а я Сергей». Екатерина пригласила его в дом и заодно предложила ему еды. Он согласился и осматривал дом, пока она грела еду. Остановившись у фото, спросил: «Это кто?» «Это мой сын, недавно присягу принял. Совсем как я. Простите, что?» «Я тоже был солдатиком, говорю. Как давно это было? А кажется, как будто вчера». «Что это так пахнет вкусно?» «Борщ, мое любимое блюдо. Просто я еду издалека, очень голодный был». «Как мне вас отблагодарить? Может, заплатить?» «Нет, вы что? Я одна, все равно все не съем». «А ваш муж?» «У меня мужа нет и не было». Кивнул в сторону фотографии Сергей. «Это ошибка молодости была, но я о ней не жалею. Если бы не тот случай, не было бы моего сыночка». «Это правда, сын у вас прекрасный, а готовите вы вкусно, спасибо». Выйдя на улицу, Сергей сказал: «Я все-таки настаиваю, чтобы вы взяли деньги». «Нет, вы что? Вы воду забыли». «Воду? Ах да. Я тут подумал, может, вы со мной в Москву съездите. Хочу поехать, осмотреться. Я уже и маршрут составил». Звучит заманчиво. Я мечтала побывать в Москве, в Большом театре, прогуляться. «Ну так, что вы согласны?» «Я заеду за вами через 2 недели. Организую все в лучшем виде», — сказал он, сел в машину, помахал и уехал. От машины и след простыл, а вода в ведре так и осталась стоять. Катя очень удивилась, когда увидела машину Сергея. «Это вы?» «Это я». «Я так понимаю, что вы еще не готовы». «К чему?» «Ну да уж, в Москву поехать». «Я думала, вы шутите». «Не поверила. Один раз меня уже обманули». «Так давайте, собирайтесь. Козу свою соседке доверьте, а я подожду сколько надо». И вот они уже в пути. Сергей сказал: «Дорога долгая, давайте развлекайте меня, чтобы не уснул». «Так чем развлекать?» «Даже не знаю. Расскажите о себе, о сыне, кто вас обманул. Чем подробнее, тем лучше». Родилась и училась тут же, в деревне. Деревня тогда была больше, чем сейчас. Магазины, больница, клубы были. А сейчас только магазин остался, там и работаю со сменщицей на пару. Когда училась я в школе, мечтала уехать учиться в Москву. Как-то раз, мимо клуба дальнобойщик проезжал, да и зашел от любопытства, в то время, когда у нас концерт был. Приглянулась я ему, голосистая. Пригласил на вальс. После этого часто приезжать начал, гуляли. Дело молодое, полюбили друг друга. Потом он уехал и больше не приезжал, а я узнала, что в положении. Куда мне с ребеночком ехать? Пришлось остаться. Долго не могла поверить, что он мог так со мной поступить. Мамы не стало. Сын в армии, а я одна осталась, я и коза. Вот уже 19 лет жду по привычке. А чего жду, сама не знаю. Может, поэтому дальнобойщиков не взлюбила. В каждой деревне жениться норовят. А что, замуж не вышли? Женихов то нет уже свободных.
и чужого мне не надо. А порой так тоскливо становится, и я выхожу посмотреть на людей, которые куда-то едут. Значит, их кто-то ждет. Счастливые люди. Вот вы мне время уделили, значит, вы хороший человек. И думать не хочу, что есть в душе плохое. Я ведь ехать не хотела, потом подумала, почему бы нет. Поеду, исполню свою мечту. Нагнала я тоску на вам. Давайте я лучше вам спою. В репертуаре у Екатерины были разные песни, частушки, народные и даже молодежные. Сергей подпевал ей как мог. Так под песни они и приехали в Москву. Сергей снял 2 комнаты и сказал: «Отдохните, Катя, потом поужинаем и покатаемся по ночной Москве». Вечером они поужинали в небольшом кафе, и Екатерина спела под музыку так, что всем понравилось. После ужина Сергей и Екатерина долго колесили по ночной Москве, и были удивлены, что такой час, а люди еще не спят. Приехав в гостиницу, Катя долго не могла заснуть от впечатлений, которые она получила за целый день. Утром за завтраком Сергей сообщил планы на день. «Сегодня покатаемся уже по дневной Москве и пойдем в театр, в Большой пока не получается, но в следующий раз обязательно и туда попадем». «Спасибо, Сергей. Я так счастлива, столько эмоций, хочется петь. Кстати, перед театром сходим в какое-нибудь караоке. Я не жадный, пусть другие тоже послушают, как ты поешь. Пусть другие тоже послушают твой прекрасный голос и посмотрят на твою красоту». «Какую красоту?» — засмущалась Катя. «Ты прекрасна, просто цены себе не знаешь. Завтра поедем домой, но домой ты не попадешь». «Почему?» — удивилась Катя. «Потому что я хочу познакомить тебя с мамой. Это как раз на полпути к тебе домой». «С мамой? Не рановато ли?» «Нет, это нужно было сделать раньше. Я все тебе расскажу, потерпи до завтра». Катя начала вспоминать все разговоры, и голос ей казался немного знакомым. Из-за шрамов на лице она не могла подтвердить свои догадки. Весь день она присматривалась к мужчине, но его походка, жесты, все было ново для нее. Спектакль был интересный. Екатерина жадно вдыхала запах театра. Она получила огромное удовольствие от этого дня и внимания Сергея. На обратной дороге Катя дремала или делала вид, что уснула. Она смаковала свои воспоминания о Москве, которые были лучшими ее в жизни. Сергей молчал, не хотел ее беспокоить. Когда Катя открыла глаза, она увидела большой и красивый деревянный дом. Вышла пожилая женщина и поцеловала Сергея, обнимая его. «Мам, это Катя. Вот ты какая, Катя. Мы знакомы», — удивилась Екатерина. «Заходите домой, будет у нас еще время поговорить». Они зашли в дом. Катя осматривалась и увидела фото в рамке с траурной лентой. Вскочив, схватила ее, она стала вглядываться в фото, и земля начала уходить у нее из-под ног. «Ведь Гриша?» — вопросительно посмотрела на Сергея. «Это что, Гриша?» «Это Григорий, мой сын», — ответила Лилия Павловна. «Я ведь тебе обещал все рассказать», — подтвердил Сергей. «Только ты поешь сначала». «Нет, разве смогу я сейчас есть?» «Хорошо, садись». Мужчина достал альбом с фотографиями. «Ты тоже мама, история предстоит долгая». Он достал еще одно фото и протянул Кате. «Что?» Она удивилась, на снимке были 2 одинаковых молодых человека. «А как это?» «Это я и Гриша, мы близнецы. Он мне ничего не говорил, не успел, но он рассказывал нам о том, что полюбил лучшую девушку в мире, обещал маме познакомить тебя с ней, и очень хотел исполнить твою мечту, свозить в Москву. Еще хвалился, что у тебя талант, поэтому ты должна учиться». «Да, я как раз собиралась поступать куда-нибудь, только ничего не сбылось», — вздохнул Сергей, «потому что мы вдвоем попали в аварию. Я легко отделался, лишь лицо все изрезало осколками стекла, получил ушибы и сотрясение мозга. А Григорий очень сильно пострадал, несколько дней не приходил в сознание. Врачи не сумели спасти его. Когда Сергей поправился, хотел найти тебя, чтобы сообщить,
добавила Лилия Павловна. Только мы ничего не знали о тебе, кроме имени. Ни фамилии, ни места, где ты живешь, не были известны, а недавно он услышал случайно разговор водителей и дальнобойщиков, мол, живет такая женщина возле трассы, красивая, только всегда грустная, и ждет Катерина много лет своего несбывшегося мужа. Вместе с его сыном Иваном, Сергей попросил одного парня узнать подробнее об этой женщине, он ведь занимается перевозками и дальнобойщики работают у него. Ну вот поспрашивал водитель местных жителей, и все потом пересказал ему. Как услышал он, что, возможно, это та самая женщина, а ее сын от Григория, так и задумал обязательно сделать то, что не успел брат, и обязательно познакомить тебя и племянника со мной. Ты не обижайся на меня, вступил в разговор Сергей, просто я хотел все рассказать в присутствии мамы. Ведь у нее такое же большое горе от потери близкого человека, как у тебя, и большое счастье теперь от обретения внука, продолжение Григория. Что ты? Я совсем не обижаюсь, заверила Катерина. Я тогда тайком сфотографировал его и показал снимок маме. Ведь Иван как 2 капли воды похож на Гришу, ну и на меня, конечно. Она и радовалась, и плакала, глядя на него, и взяла с меня обещание привезти тебя сюда. А к племяннику, надеюсь, мы съездим теперь все вместе и расскажем о том, что у него есть родственники. Да, конечно, кивнула Катя. Это просто чудо, что вам удалось найти нас. Я всегда верила, что Гриша не мог просто так бросить меня, но теперь все разъяснилось. Взглянув на Сергея, она погрустнела. Теперь я могу сказать сыну, что его отец хороший человек, и не виноват в том, что он рос безотцовщиной. Спасибо вам, я, пожалуй, поеду домой. Да ты что? Всполошилась Лилия Павловна. Даже не думай, ты же для меня часть Гриши, и такой же дорогой и родной человек. Прошу тебя, побудь с нами. Спасибо, Лилия Павловна, растрогалась Катя. Вы очень добрая, и я так рада, что теперь у нас есть вы. Ваня тоже обрадуется. Они еще долго сидели потом за столом. Воспоминания о детстве Григория и Сергея перемежались с рассказом Екатерины о том, как жили они с сыном. Когда хозяйка решила отдохнуть, Сергей с Катей вышли в сад, осмотрев его, присели на скамейку. Женщина выглядела поникшей и усталой. «Спасибо тебе, Сергей, за исполнение желаний», — проговорила она. «Я очень рада, что у Вани есть теперь такие замечательные родственники. Мне безумно жаль Гришу, я сожалею о том, что иногда думала о нем плохо. Ждать мне теперь некого, но и всегда буду помнить его. И с благодарностью вспоминать эту поездку и отлично проведенное время. Мне, конечно, очень приятно все это», — ответил собеседник, «но скажи честно, я что, совсем не нравлюсь тебе?» «Ну что ты, совсем наоборот. Тогда к чему такой вежливый тон, словно ты прощаешься со мной? Но почему? Мы еще встретимся когда-нибудь». Неверный ответ: я совсем не хочу когда-нибудь. Мне хочется всегда быть рядом с тобой. Но ведь ты исполнил все, что должен был сделать ради памяти брата, и потом у тебя своя жизнь и, наверное, своя семья. Да нет у меня никого, глупая, как ты не понимаешь, что я люблю тебя, и все это было только ради тебя. Мне кажется, Лилия Павловна не одобрит этого, засомневалась Катя. А вот и нет, раздалось у них за спиной. Женщина обернулась и стыдливо покраснела. «Простите, что я невольно услышала ваши последние слова», — извинилась мама Сергея. «Я шла за тем, чтобы позвать вас на чай. Катюша, я бы очень хотела, чтобы вы с Сергеем были вместе, ведь он с первой встречи бредит тобой. А что для матери самое главное?» «Главное — видеть своего сына счастливым. Он был женат, но уже давно в разводе. Детей нет, все время отдает своему бизнесу, а мне хочется устроить его судьбу. И вот теперь я вижу, как много ты значишь для него. Он весь светится рядом с тобой. Мне кажется, и ты неравнодушна к Сереже. Так зачем проходить мимо своего счастья?»
Ну вот видишь, Катюша, возражений ни у кого нет, заключил Сергей. А раз так, пойдемте праздновать помолвку. Помолвку? Ошарашенно спросила женщина. Ну да, и посмотри, что у меня есть, совершенно случайно, оказалось в кармане. Он протянул на ладони колечко. Ну что, согласна? С радостью, счастливо зарделась Катерина.